Привет! Сегодня хочу сделать небольшой такой апдейт, показать то, над чем я сейчас работаю, мои акварели, что в работе, что уже закончено из таких недавних работ. И я сейчас, кстати, начала также такой челлендж, дала сама себе на 30 дней, чтобы себя замотивировать делать каждый день по небольшой работе. Вы можете увидеть в моем инстаграме Ольга де Арт. И сейчас я вам покажу, что происходит, над чем я сейчас работаю. Вот это одна из последних моих работ. Сейчас покажу более подробно. Итак, здесь есть кое-какие работы, которые уже у меня оформлены. Ну, просто сделала это, чтобы посмотреть, что получается. Немножко отсвечивает. Те работы, которые у меня, кстати, сейчас оформлены, они у меня продаются. Если вдруг кого-то заинтересует, вы можете мне писать в инстаграме или на почту, и я вам расскажу все детали. Вот эта работа, это практически все они сейчас я работаю акварелью, ну где-то добавлен акрил, где-то я еще добавляю чернила. Ну, в основном это акварель. И иногда, да, еще я сейчас, мне нравится добавлять чернильный карандаш. То есть кое-что уже такое не очень свежее, но я сейчас немножко собрала их в рамки, чтобы посмотреть, как все это выглядит. Такой вот абстрактный пейзаж. Более подробно, кстати, тоже есть у меня в инстаграме, там в сохраненных сторис можно тоже посмотреть. Art for Sale. Ну и сейчас покажу такие более свежие эскизы. Вот эта работа, она тоже продается. Это работа 50×70. Можете тоже там посмотреть, если она у меня сильно отсвечивает. Эта работа уже такая совсем свеженькая, под впечатлением от весеннего цветения, которое тут было недавно. Абстрактная акварель на 56×76. Я обожаю такие делать абстракции сейчас. Во многом, наверное, это как арт-терапия для меня, как-то помогает мне расслабиться и подумать о чем-то. То есть здесь, наверное, процесс зачастую важнее, чем результат даже часто. Ну, результат мне тоже нравится. Но процесс очень важен, процесс создания. То есть это, мне кажется, то, что тоже в абстрактном искусстве очень важно. Вот то, как мы взаимодействуем с бумагой, да, или холстом, те эмоции, чувства, которые выплескиваются, все это является совместным вот этим произведением, собственно. И здесь, кстати, я еще попробовала в некоторых местах, я здесь попробовала Gom Arabic, я не знаю, как это у нас по-русски звучит. Это вот такая субстанция, которую я еще не пробовала, которая дает такой вот небольшой блеск. Здесь я не знаю, будет ли это видно. Я даже не знаю, правильно ли я ее использовала. Если кто-то, кстати, уже опытный пользователь этого материала, напишите мне. Потому что мне на самом деле интересно вот эти фактуры. Вот здесь вот тоже. Мне интересно создание фактуры. Я, кстати, да, соль тоже иногда использую. Уже довольно часто. И вот Gom Arabic такая вот некое такое связующее, да, которое добавляется в краску. Но я ее добавляю прямо на бумагу. И она дает такие интересные эффекты, вот как здесь тоже. Еще одна работа из последних.
Это вот эта работа, которую вы уже видели у меня в видео про онлайн-классы. И в Инстаграме тоже ее уже выставляла. Но мне очень нравится. Получилось очень ярко. И не скажу, что процесс создания был очень легким. Наверное, в нем вот выразилось все то, что я ощущала во время самоизоляции. И получилась такая энергичная штука. Эта работа тоже продается. Это работа 50 на 70 сантиметров акварель. И сейчас я вот как раз для моего челленджа, ну не для него, а в общем-то в процессе него, да, вот делаю сейчас такие небольшие тесты, небольшие работы абстрактные. Просто смотрю, как на этой бумаге работает акварель, как она работает, как она взаимодействует с бумагой, немножко другая бумага. И в таком небольшом формате получается довольно быстро, и такое своего рода исследование текстур, цвета, форм. Мне нравится вот этот момент эксперимента, который происходит, когда ты просто, да, смотришь, как взаимодействует один цвет с другим, с какими-то еще там, да, добавлениями, с водой. И, как я уже говорила, в общем-то, неоднократно, это мне нравится в акварели, вот эта непредсказуемость, момент случая, то есть как оно высыхает, это тоже не всегда можно предсказать. Опять же, да, это можно в моем инстаграме посмотреть. Я сейчас буду каждый день, у меня уже день сегодня будет 5-й, и я каждый день выкладываю по одной работе. Вот этот, в принципе, тоже эскиз такой получился. Эскиз или работа, рисунок. Довольно-таки интересно для меня. Вот эта большая работа, она мне очень нравится, скажу скромно. Мне нравится, что это большой лист, и мне нравится, как взаимодействуют здесь цвета. Мне сейчас нравится вот эта легкость цвета и вот такие сочетания зеленого, розового. И сюда я добавила акварель немножко другую, то есть вот это Эколайн, а здесь у меня такая обычная акварель. И у них тоже интересные, немножко разные текстуры. И мне было интересно, как они будут здесь взаимодействовать. У меня здесь был еще вот этот опыт, но он высох не совсем так, как мне бы этого хотелось. То есть здесь были интересные затеки, пока это было влажное, и когда оно высохло, оно немножечко сильно очень растеклось. Здесь очень важно, конечно, бумага, но это интересно на самом деле. И что забавно, вот здесь получилось такое прямо какое-то сердце. Это забавно. Еще вот такой у меня был здесь такой скетч, вдохновленный моими цветами на балконе, наверное. Рисунок, скетч, не знаю точно как назвать. Вот это чернильный карандаш, который мне сейчас нравится соединять с акварелью. Он тоже очень классно работает на мокрой бумаге. И получилась такая легкая акварель. Ну что, вот такой небольшой обзор текущей работы. Буду рада вашим каким-нибудь комментариям, вопросам. Что-то, может, было непонятно. Заходите тоже в мой инстаграм, поддержите мой челлендж. Мне будет очень приятна ваша поддержка. И подписывайтесь, конечно, здесь тоже. Буду очень рада, благодарна каждому новому подписчику и зрителю. Можно сделать вот здесь. Все, всем пока.